Welcome back! Мы продолжаем проходить третий Baldur's Gate. Сегодня стремимся попасть во второй акт, как было, собственно, обещано. Все... Ой. Ну да, мы в курсе. Труп юной гитьянки. Ой, зачем тебе стрела? Мне хотелось белок обыскать. Ну понятно. За белочек обидно. Белочки чё кому сделали? Угу. То есть, как можно заметить, здесь вот, собственно, гитьянки столкнулись с культистами. Так, сюда мы сейчас не будем заворачивать, посмотрим, что здесь у нас. Угу. Вот, то есть, по сути, да, по вот этим засохшим, уже умершим деревьям видно, что туда нам надо. Вот, хорошо, идем искать другой путь. Другой путь есть вот тут. Вот там вон уже лестницу видно, всякую разную. Пока есть возможность, собираем всякие разные ингредиенты. Гнездо трогать не буду. Это издевательство какое-то. Так. Ну здесь только труп ревнителя. Мне их особо лутать не хочется. Ну, хоть кто-нибудь. Спасибо, Гейл. Вот, собственно, ну, как и договаривались, как я и обещал, мы просто обыскиваем остатки вот этой тропы Разиморн и отправляемся во второй акт, красиво, прям как надо. Walk in the way of dawn, for the thunder cannot protect you where the light doth not reach. Вот. Мы как раз отправляемся, как нам Хальсин сказал, в земли, покрытые какими-то страшными тенями. А вон, как бы, наш objective, грубо говоря. Мы сейчас туда не пойдем, мы не зарулили в сторону гоблинов просто. Я не буду туда заходить, потому что, мы били Рагзлина, и там, как бы, весь гоблинский лагерь меня теперь ненавидит. Но там на трупах может быть что-то полезное, поэтому мы сейчас туда забежим быстренько, а потом вернемся туда, к этому странному мужику в шляпе. Так, нет, тухлого сыра нам не надо. Дэмиан у нас не любитель сыра дурблю. Вот. Угу. Понятно. Вот. В лагерь гоблинов. То есть, если помните, там в гоблинском лагере было место, где сидели 3 гоблина, бухали, там выпивали за Рагзлина, за кишку, за то, что их Минтара классно провела в приют Вокин. И там как раз сидела девчонка, которая говорила, что она следующая после кишки, что она будет жрицей. Вот. И рядом с ними был как раз вот этот проход. То есть можно было пройти через лагерь гоблинов, можно было пройти через гитьянгский патруль, а можно было вылезти на подъемнике в подземье во второй акт. То есть два пути ведут сюда, на тропу Разиморн, один путь ведет просто сразу в лунные башни. По сути, разницы особой нет. В конечном итоге все пути все равно приводят вас к лунным башням, поэтому тут не страшно. Но если пройти и то, и другое, то много контента можно покрыть. Ну и как бы мы уже 6-го уровня благодаря этому. При том, что мы еще гитьянгские ясли не вырезали. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of
boots to so many miles of country road Привет, on кошка. your behalf. Так. Не каждый день доводится узреть воплоти героя бесчисленных баллад. I know a minstrel by trade when I see one. Tell me, what ballad, bold enough to lift me onto the pedestal of acclaim, enjoys your musical predilection? О, копье Крин нанес волшебник 10 лиг да по подземью. Ah, yes, and a fine melody it is too. Its verses fail to mention, however, the sheer weight of that monstrous lance. Why, 1 league down, and such was the extent of my perspirations that my hand Кошка пришла could have смотреть на doubled as an Эльминстра, aquarium. да? Yes. Be that as it may, you said you came all this way on my behalf, did you not? For what purpose? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Ты Эльминстру-то не хами. Has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Правда, что Гейл, где твои манеры? Булить Гейла — это моя работа, поэтому. Oh, for the love of... This way then? To your camp. Oh, don't dawdle now, lad. You're the one who's in such a frightful hurry. Oh, nigh on 13 centuries old and he still thinks with his stomach. Let's first follow and see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. Лайзель просто смотрит из разряда: это чё за дед? Чё он доебался вообще? Чё ему надо? И кошка тоже так же смотрит. Да, пошли, как бы нам уже обыскивать нечего. Опять же, некромантию Тхая мы потрогаем чуть попозже тогда. Wise choice. Better to indulge your curiosity than Elminster's appetite. Потому что я не уверен, что в первом акте еще можно что-то с некромантией сделать, поэтому... Yes, what a delightful wedge of old Astarion that was. Doesn't do to parley on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their Перевод meaning. шикарный. Wouldn't you agree? Elminster! Right. You see, Ему так неловко. well, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. Ну, это мы уже догадались. And the charge I bring you are hers. Так, что за послание и что за поручение? Чё ей надо? The long-awaited question. Now, if you please, Elminster, for the too long-awaited answer. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption.
Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Ну так а если сами боги знают, что происходит, почему мы вынуждены воевать в одиночку? They choose the instruments of their will with great precision. Sometimes the single drops we think we are do not realize what waves we are building up to be. Охуенные отговорки Do пошли. not discount yourself, and by the same token, do not discount your enemy. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistra's belief that only you can. А почему? The orb. Oh, for the Precisely. fuck's sake. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Что-то такое с касталистами я припоминаю. Так сказать, в Mass Effect что-то такое было. Да, Кочка? Когда Mass Effect 3 вышел, тебя еще даже в планах не было. Это какой-то пиздец. Вы его отправляете совершать харакири. He is not. But it seems that Mistra is. It brings me no pleasure saying this, my Вот friend, тут реально бывшая сука. but such is Mistra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mistra's promise. With that, I've said my sorry piece. And Так need а че не only похуй на ее bestow прощение, unto thee слышишь? the charm I was bid. Meine Hastra Mistrario Italion Thras Annas. Будьте здоровы. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Ну, мы найдем другой способ. Мы Гейла взрывать не будем. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself,
Even the waves of fate can break upon the shores of will. Will? Farewell, my friend. Нам нужен Will? Farewell, Он все сможет Elminster. починить. I'm glad she chose you. Так, клинок фронтира, ну-ка иди сюда. Окей. У каждого теперь есть что сказать по этому поводу. Сначала мы с Гейлом переговорим. An audience with Elminster is never less than memorable. На всякий случай. Не хочу его обидеть I'd нечаянно have hoped to чем-то. introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Старикашка, который обожает сыр. Это мало похоже на великого волшебника из легенд. Ну, друзья обычно так не поступают. Мог бы хотя бы как-то подсластить пилюлю. It's not a demand he wanted to make of me. As mistress chosen, he had no choice but to deliver her message. However much it pained him to do so. For Mistra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Ты реально собираешься это сделать? Of course. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. Я извиняюсь, мистер, раз такая дохуя могущественная, сама не может по абсолют как бы пальцами щелкнуть и пуф, заебись. No doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. Но у нас уже есть какая-то хуйня, которая мнит себя божеством. What's the point? To take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have, and only I can wield it. Наверняка есть другой способ. If there was, I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. That remains ahead of us for now. The heart of the Absolute must be discovered before I can stop its beating. Ты не будешь себя взрывать. Я тебе не разрешаю. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. Кучка обняла меня за руку. You may feel differently. Она тоже не хочет, You know чтобы what we're Гейл truly up взрывался. against. Даже при том, что ты тварь ебучая, и ты меня иногда бесишь, ну, жалко тебя вообще-то, ты тоже живой. Так, ну у Хайсина вряд ли есть какие-то мнения на этот счет. A shame my first brush with the famed Elminster couldn't be a tad more optimistic. Listen, I might invoke the Triad from time to time, appeal to Helm, but I'm no man of faith. Not like Gale. I don't know what drives a man to consider his own death, among countless others, to be an appropriate exchange for his goddess's forgiveness. To me, it all sounds like nonsense. Вот. The faith that matters most is that which you hold in yourself, in the ones that most matter to you. Big Bomb be damned. Gale's got everything he needs to defeat the Absolute already. Talent, nerve, and powerful allies at his side. I hope he'll come to see that. Вот поэтому я люблю Уилла. Он очень саппортив, он очень-очень дорожит союзниками, всеми, вообще абсолютно. Без разницы, как бы хорошие у него отношения с этим союзником, не очень хорошие. How can I help? Не взрываться. А мистер вообще всегда такая требовательная? She expects those who seek to use the weave to do so honestly,
and with respect for its potential to destroy, as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. Если вам слышно However much мяуканье, she's annoyed at извините. me. Кто-то привлекает внимание Гейла. Гейл, живи ради Арии. Она почти как Трессом. Ну, а ты вообще как себя чувствуешь? Ну, вряд ли приятно быть на волоске от смерти. Oh, you know me, never the Господи. optimist. I'm trying to focus on the positives. Кочка упала. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. It won't be a distant bang in the footnotes of history. Да не, как бы твой бэнг, учитывая, что ты собирался уйти в подземье, был бы очень внушительным. И очень большую сноску бы в исторических хрониках принес. Просто, блин, не знаю, там половина Менза-Баранзена нахер. Дрова бы потом войной на поверхность пошли. I can't believe Mistress demanding Gale sacrifice himself to destroy the Absolute. It's just a waste of a perfectly good cult that we could be controlling. And a waste of a perfectly good Gale, I suppose. Даже Астарион, которому плевать на всех, кроме него, ну, по крайней мере, это тот фасад, который он нам подает, даже ему не нравится эта идея. Кстати, да, можешь пить кровь. I was so hoping you'd say that. Until later, then. Да, давай. Карлах? Да, нет. Ну, ладно, в принципе, шкрябика тоже можно погладить. Но у меня была идея Карлах погладить. Oh, was that Gale's granddad? Как тебе сказать? Это был Эльминстер Аумар, самый прославленный волшебник всех миров. It doesn't ring a bell. But all right. Must have had something important to say to Gale if he came all this way. Good news, I hope. Навряд ли. Мистер велела Гейлу взорваться в сердце Абсолют. Whoa now, he's got a... Well, I guess that would explain a little, but... Mistra? I mean, this is a lot to take in. What's he going to do? Я не знаю, мне кажется, он все еще раздумывает. Tell him to pick the right one. Or better yet, I'll do it. Fucking wizards, man. They always need help picking the simple, obvious option. If Mistra can't think of another way to stop the Absolute than sacrificing Gale, she's no god worth worshipping. I'll say that to Gale in, you know, gentle terms. Она такая хорошая. Не знаю, я очень люблю Карла. Ой. Не тянешь. You smell very delicious, but I will not bite you. Красиво в кустах сидим. Сейчас всех погладим, со всеми... Понятно, текстурки поломались из-за того, что мы на возвышенности. Ну, он на возвышенности, а я как бы на лесенке, грубо говоря. Шарт. I can't believe Mistra actually expects Gale to just sacrifice himself like that. Seems like a waste of a fine mind. Все, да. Ну, вообще-то твоя богиня как бы тоже примерно то же самое может сделать. Но для нее это не что-то новое. Для мистера, я полагаю, да. Не тушила Эзель свечки. Even the Githyanki have heard tell of the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. That doesn't mean his every word carries wisdom, however. Near as I can tell, Mistra demands Gale's faith, but holds no faith in him.
Why else would she demand Gale sacrifice himself, and perhaps so many others? Does she not think he can destroy the Absolute with his own immense talents? Does she not know the mighty company that he keeps? Demanding Vlaakith may be, but she acts for the good of the Githyanki people. Mystra is concerned only for herself. Perhaps he'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why he'd want it at all. Да. А! Кошка поддерживает абсолютно мое возмущение. То есть все в лагере, абсолютно все. Нет кого-то, кто бы сказал, типа, ну да, ему стоило бы себя взорвать. Это ж так прикольно. Вот, мы, в принципе, можем еще раз переночевать, просто чтобы это выглядело как, ну, более-менее законченное приключение в первом акте. Единственное, может, все-таки ткну Астариона. Почему-то сейчас хотел сказать Алистера. It's always a pleasure to see you sauntering over. Ну, понятно, ладно. А Хальсин? Мы, по сути, как бы встреча с Эльминстером закрывает первый акт, поэтому... You wish to speak? Понятно. Я-то да, а ты вот не очень. Ладно. И поскольку у нас полное ХП, мы отдыхали в прошлой серии, мы просто сделаем сейчас частичный отдых. То есть мы ничем не пользовались, ни с кем не дрались, как бы зачем нам тратиться. Просто была надежда у меня на кое-какую кат-сцену, но, похоже, ее тут не будет. Аюшки, кошка. Господи. Так. Ну все получается. Блин, из лагеря не забрал. Ладно, сейчас. Тогда здесь только труп животного, ничего такого нет. Сойка, ну то есть вот мертвые животные, какая-то хрень на полу нарисованная. И предупреждающий знак. Do not enter. Ага. Но нам, к сожалению, надо Enter, поэтому... Вот, все такое мертвое, некрасивое. Вот, земли, пораженные темным проклятием. Делаю большое сохранение. Я даже переименую его. Назову это вход в акт 2. Вот. На всякий случай, чтобы себя обозначить, чтобы его не удалить случайно. Потому что именные сохранения я обычно не удаляю. Вы готовы отправиться навстречу новым приключениям? Прежде чем двигаться дальше, не забудьте завершить все неоконченные дела. Если что, это предупреждение не страшное абсолютно. То есть, да, в первый акт можно будет потом вернуться. Ой, аж крябик, что? Я что-то забыл, что меня еще раз в лагерь кинул. Дай. О, ты ж мой хороший, ты мне одежду принес. Может, это даже хорошие сандалии. Окей, значит, это был сон в лагере впустую. Ну ладно. Я как-то забыл об этом. Потом посмотрим на сандалии. Реакция какая-то будет. Я, кажется, понял, что не так с кошкой. Понятно, да, можешь пить. Кошке не нравится, что машинка стирает. Вот теперь, наверное, Хальсин хочет что-то сказать. Хальсин. Да как ты задолбал, блин. Ладно. Ну, значит, ложимся спать.
Здравствуйте. Лайзель! Supreme Kithrak, has Vlakith sent you to slay На всякий случай. me with your own blade? I've not come to kill you, Lae'zel. I've come to aid you. Don't trust him. Skakek Kia Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Ну, это делала Эзель, пусть делает, что считает нужным. Speak. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Ну, Within it да. lies the seed of Vlakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlakith's demise. Skaketh. I should run you through for suggesting it. Ну, ты либо глупец, либо герой. A fool stumbles without cause. A hero serves a cause without question. I am neither. Clear of heart, clear of mind, and bound by no master. Now, you must listen. The prism's tenant can put an end to Vlakith's tyranny. They must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave, Shastil Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith-Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness. You flood me with this heresy. I will hear no more. Звук меча вынула на арбалет. Я считаю, что в таких моментах не нужно ничего говорить, только кинуть взгляд из-под мексиканской шляпы. Чего ты хочешь, Лайзель? Я не твоя королева, я не Влакит, я не буду тебя заставлять что-то делать, я не буду отдавать себе приказы, я не твой начальник, я не твой тренер. Как бы принимай решение. Игра. Игра такая понятненькая. Алло. Что происходит? Вот. Ария. I served Vlakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles, yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. То, как у нее на секунду голос сломался. Lae'zel, I see Talakma Gear in you. Sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you,
The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle, or slip away. I should go. Vlakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lae'zel. Угу. Вот так вот. Так, идем разговаривать. Лайзель, не уходи далеко. Стой. Господи. Vlakith Kosivim Hrath Crashet. Only in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. 10 000 статей устава Влаки. And forsake Vlakith. Forsake Vlakith. And be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlakith. She has sinned against me. Разозлили Лайзель. Ну да, тебе давно пора было понять, мы с тобой об этом говорили буквально пару дней назад. Obvious, you say. But does the dragon of the sky ever look to the worm and dream of crawling? I was taught but one way, the superior way, Vlakith's way. Until now, I never thought Vlakith a tyrant or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. Ну а что означает вознесение на самом деле? Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlakith, in Tunarath, city of death. We are honored with an eternal home in the astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. А кто находится в призме, как думаешь? I don't know. I can't know. And that drives me mad. At first, I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Voss believes they are the seed of Vlakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Окей, ну, я не буду предлагать ей рассматривать вариант, что Влакит права. Пошла она нахуй. Пойдем дальше. Yes. I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Chares's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlakith's eyes are upon us. Alright. Так. Ой. А где? Вот так вот. Ладно. What will Voss have to show for himself when we catch up with him, I wonder?
His intelligence may yet prove the key to unlocking the artifact's secrets. We should ensure we follow up when we reach Baldur's Gate. Да. Я все еще хочу поменять отряд для второго акта, но во второй акт мы войдем с отрядом первого акта, а потом просто поменяемся. So, Lae'zel's going to war with Vlaakith? Going to break her chains in Baldur's Gate? Good for her. Такой довольный, типа, ура! Не только я разрываю оковы, сдерживающие меня. Ладно. Поплакали, покакали. И вперед. Ну шо, товарищи, последний раз тыкаю Хальсона, если он ничего мне не скажет, то я на него опишусь. You wish to speak? Ясно. И пока мы в лагере, не забыть, сейчас надо забрать одну из паучьих лир. Вот у нас их две. Одну я заберу с собой. И сейчас как раз себе поставлю ее. Вот паучья лира. Такая красивая. О, здесь отдельные подсказки для геймпада. Балда на самом деле очень френдли к людям, которые не очень знают, как играть в подобные игры, да, ларианы постарались в этом плане. То есть даже люди, которые не очень знают, как играть, достаточно быстро разбираются. И это прикольно, потому что, ну, на самом деле ДНД адаптировать трудно. То есть насколько это максимально можно было упростить и при этом не лишить смысла, да, не делать там какие-то закадровые кубики, еще что-то такое. Короче, мне кажется, они сделали хорошую работу именно с игромеханической точки зрения. Вот они, кстати, наши эти земли, покрытые проклятием. Путите, пожалуйста. Путите. Ну, да, бывает, что загрузка между актами долгая. То есть в этом ничего страшного нет. Раньше был рабочий баг, когда, чтобы восстановить ХП, нужно было скакнуть между актами. Так, сохранюсь по-быстренькому. Can you feel it? The shadows gnaw at us. Do not take them for granted. Здорово. Are you the true soul? Возможно, я отношусь к величайшим из верных, что тебе приходилось или не приходилось когда-либо встречать. Похуй на вашу Ментару, насрать на вашего Рагзлина, ебать в рот вашу кишку. Кетерик Тор может у меня отсосать. Как тебе такой ответ? I'll take that as a yes. Listen up. Grab a torch, stay out of the dark, and move fast. The shadows have eyes. Go on! Alright. Так, а мне эта гоблинша сейчас катсцену поломала, да? Или катсцена только если ты из подземья приходишь? Вот это хороший вопрос. Не помню. В общем, здесь есть просто катсцена. Факел, по-моему, у меня есть. Где ГГ разговаривает. При том, что ГГ вообще-то не очень любит разговаривать.
Упс. Как его... Только так. Ну ладно. Главное, не отставайте. Вот оно. Пошло-поехало. Да, получается, мы не с того краю зашли. Из подземья и с тропы Розиморн ведут два выхода. И они разные, они в разные, соответственно, места заводят. Ну ладно. Да, крипово тут, конечно. No day, no night. It's as though time itself has abandoned this place. Similar to the astral plane in some ways. Wouldn't you say, Lae'zel? Hardly. The astral plane is threaded with light and silver, life-giving Пока and они wondrous in all разговаривают, кстати. directions. Dismal abyss. Ну да, такое себе. Здесь Shadow Heart больше понравилось. Здорово. Hey, boy. You want the bone? Fetch! Чё ты делаешь? Ah! Else, I near stained myself. Твои Just seeing if проблемы. this shadow curse is as bad as they say. Word is, it eats anyone gets too deep into the dark. I take it you're the true soul we're waiting on? Needs passage to moonrise? Да, наверное. Да. Right you are. Go through and talk to Kansif. He's been waiting. Жестокое обращение с животными должно быть наказано. Поэтому метнись кабанчиком-ка за костью, которую ты только что туда в тени бросил. Wait, you're joking, yeah? But we're ready to go. You just need to tell Kansif inside. Апорт. So you want me to... I mean, I'll just go and, No! No! Fucker. Малыш. Ой, тихо, 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 тихо. Эй. I don't know your smell. Are you a friend? Да. Я точно тебе больше друг, чем тот ублюдок. He did? Then I must have been bad. They Нет. beat me because I am weak. Because I am soft. Even though I try my best. Я буду подбирать всех несчастных животных в этой игре. Твое место в дикой природе, а не среди гоблинов. Только, ну, не через тени беги, пожалуйста. Вернись туда через тот проход, и все. But the goblins said I must stay here, or they'll cut me, kill me.
Я им всем горло перережу, пошли они нахуй. Вот настолько Дэмиан злой. Просто. You would fight the goblins for me? Да. I'm scared. But I don't want them to hurt me anymore. Maybe I should go. Thank you. Goodbye, new friend. Беги, малыш. And you ain't? You know what's out there as well as I do. Он же будет в порядке, да? Он же ему же с ним же все хорошо будет. Я надеюсь. Если я сейчас нечаянно убил этого несчастного щеночка, я себе не прощу. Но я не вижу нигде здесь трупа. Будем надеяться. Ладненько. Мы во второй акт вышли, мы уже в вот этих сраных землях. Нам сейчас нужно будет поговорить с вон тем полуорком и пройти в лунной башне. Но мы будем этим заниматься уже в следующей серии. Официально мы находимся во втором акте. У нас есть куча разных квестов, которые мы будем выполнять уже здесь. У нас есть продолжение истории Гейла, продолжение истории Лейзель. Это все очень здорово. Мы, как только доберемся до определенной точки, поменяем себе отряд. Да, будем ходить уже с другими персонажами, просто чтобы было поинтереснее, да, какие-то там реплики другие выбирать, диалоги какие-то новые слушать. Вот. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. И я вас увижу уже попозже. Пока-пока.